Песня летит впереди паровоза. Это точно про случайный вальс, ведь он оказался на передовой раньше, чем туда добрались ее авторы. Да и написана эта композиция была всего за одну ночь под стук колес в вагоне военного эшелона. К созданию случайного вальса приложил руку и Сталин, доказав, что из песни слово выкинешь. В новой серии спецпроекта «Песни войны» Анжела Брик расскажет, как из-за одной строчки полетели погоны. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Это словно миг между прошлым и будущим. Бессонная ночь, когда все мысли о войне, потерях и разлуках вылетают из головы. Ведь ее кружит случайный вальс. Пусть я с вами совсем не знаком, и далек отсюда мой дом, но мне кажется снова возле дома родного. Вначале было слово. История самой трогательной песни Великой Отечественной началась со стихотворения «Танцы до утра». Его поэт-фронтовик Евгений Долматовский написал первой, самой тяжелой зимой войны. Отступление, потери, голод и усталость. Но стоит в воинской колонии остановиться на ночевку в прифронтовом селе, на местных клубах и школах появляется написанное крупными неуклюжими буквами объявление «Танцы до утра». Воет вьюга над осколом, по реке скользят ветра. Говорят, что завтра в школе будут танцы до утра. Хриплый голос патефона, снег, летящий за порог, запах пудры, невеселый топот валенных сапог. Танца вечная погоня удивительно легка, и лежит в моей ладони незнакомая рука. Рука об руку эти строки и музыка пошли лишь много месяцев спустя, вскоре после Сталинградской битвы. На этом фронте Долматовский встретил композитора Марка Фраткина, который кочевал по войскам с бригадой артистов. На трофейном аккордеоне он наиграл поэту вальсовую мелодию, навеянную танцами до утра. Слова подстроились под музыкальный размер, и песня в 3 счета облетела всю армию. Сама, собственно, песня, она родилась в военном эшелоне, где Долматовский и Фраткин ехали из Сталинграда в Елец. И буквально на всех станциях, полустанках они начали исполнять эту песню, которая начала кружение этого удивительного вальса. Вальс, который авторы изначально назвали офицерским, быстро обогнал их эшелон и разлетелся по всем фронтам. Ведь в нем воспевалась мечта каждого солдата – жизнь в мире, таком желанном, но таком далеком. В 1944 уже году Леонид Утесов записал этот вальс. Но дело в том, что 2 куплета было у него, а 2 куплета в 3-минутную пластинку подобного типа не входило. И поэтому из 2 куплетов Утесов сделал 1. Песню отредактировал сам Иосиф Сталин. Вождю не понравилось, как в ней описывается досуг офицеров. Мол, они должны воевать, а не танцевать. Не одобрил Сталин и строчку «И лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука». Хрупкая советская женщина, по мнению вождя, не могла дотянуться до погон сильных советских офицеров. Так погон превратился в ладонь, а офицерский вальс – случайный. Простые, но пронзительные куплеты бойцы переписывали на клочках бумаги и хранили в нагрудном кармане гимнастерки у сердца. Так за годы войны Татьяна Демьяновна собрала целый песенник, да так и шагает по жизни с песней. Сейчас руководит хором ветеранов. Напевая знакомую мелодию, Татьяна Чиркова ушла на фронт 18-летней девчонкой. О тех годах вспоминает тоже по песням. Новинки, услышанные на фронтовых концертах, тут же заучивала наизусть, а потом старательно записывала. Драгоценные памятки ветеран хранит до сих пор. Ведь эти листочки с текстами, по сути, не написанные письма домой. В самые тяжелые минуты ей помогала именно музыка. И бывали, когда где-то переходы,
И командир скомандует, ну там в лесу или где-то привал, чтобы отдохнуть. А солдаты: сестричка, миленькая, спой. А я Русика маленькая, худенькая. Ну, встань мы там, если на пенечек или на дерево какое-то. Я встаю и поем. Что я пела? Много пела, мало пела, но пела. Песни-то пела. Первое время мы пели довоенные песни, а потом уже вот появились вот эти песни военного периода. Командир командует: пойдем, построить шагом марш. Я ведь не полежала, не отдохнула, а песня-то мне все равно помогла отдохнуть. Отдушины песни становились и для тех, кто трудился в тылу. Поэтому музыка в военном Свердловске звучала всюду. В городе работали все театры, кинозалы и парки культуры. Артисты, как и все остальные, работали без выходных. Для фронта и для победы. Очень много шефских концертов, которые и на стационаре, то есть в театре, вот в понедельнике, да, которые в палатах, в гарнизонах, бригады по всему фронту, белорусский, там такой фронт. И, например, был еще, знаете, как день раненого бойца, когда им, значит, штопали все, стирали, артисты, стирали, штопали, писали письма там родным родственникам, мыли палаты, полы, окна, все приводили в порядок. Потом были концерты после этого. Концерты и танцы – это то немногое, что напоминало горожанам о жизни без войны и примиряло с тяготами. Только вот поводы для праздников изменились, стали по-военному строже. 11 июля 1943 года был у нас в парке Маяковского такой праздник, который назывался «Общегородской праздник гуляния», посвященный полугодовому отчету уральцев товарищу Сталину. Вот. А в 24 часа в 12 на площади аттракционов в парке и на выходе из парка фейерверк. А утро зовет снова в поход или к станку. Случайный вальс, как легкое дыхание ветра на фоне страшного смерча войны, навевал мысли о безоблачном и мирном небе. Завтра услышим, как звучит сталинский орган. Именно так фашисты называли систему залпового огня. Хотя для наших бойцов она была просто «Катюшей». Почему одноименная песня на войне могла оказаться сильнее грозного оружия, узнаете завтра. А 9 мая увидите лучшие серии, репортажи с праздничных площадок и трансляцию салюта. Не пропустите победный телемарафон на 41-м канале с 21 до 23 часов.